Если вам пришлось обрезать цветонос с орхидеи, не выбрасывайте его. На нем можно получить вот таких деток. Здесь в стакане у меня стоят цветоносы, которые пришлось обрезать с орхидеи. Какие-то орхидеи оказались реанимашками, некоторые орхидеи пересаживала, пришлось пообрезать, некоторые цветоносы мне отдали. Или я специально просила, потому что нравится орхидея и хочу себе ее размножить. Вот такой у меня есть стаканчик, не совсем красивый. Сегодня мы все это приведем в порядок, и я вам расскажу все подробности, как получить вот таких замечательных деток на цветоносах. Главное, как им нарастить корни, видите, чтобы они были жизнеспособны, их можно было отделить. Ну и как добиться результатов, чтобы результаты действительно были. Покажу вам все, что есть в этом стаканчике. Потом помою стаканчик, и мы с вами сделаем уход, который необходимо проводить раз в 2 недели. Я думаю, по стакану вы видите, что 2 недели я здесь не делала ничего. Видите, водичка у меня испарилась, вот по уровням она уходила. Что первое? Вот этот цветонос, который я вам уже показываю не первый раз. Это орхидея «Зеленое яблоко». Орхидея у меня просто погибла. Остался цветонос, там были семенные коробочки. Семена будем в ближайшее время с вами вместе сажать, сеять точнее. А этот цветонос у меня продолжал просто стоять в стакане с водой. Сразу простая вода из-под крана. Даже не отфильтрованная, без всяких стимуляторов, удобрений, ничего. Вот эти цветоносы у меня не видели, просто вода. И здесь выросла сначала одна детка, потом вторая, но вот эти корешки я уже простимулировала, чтобы пошли в рост. Так, здесь надо поработать тоже с цветоносом, покажу, что я с ними делаю. Этот цветонос от моей орхидеи реанимашки, самой-самой огромной орхидеи, которая была в моей коллекции на 32 листа. Помните, мы ее с вами осенью пересадили, после чего она сбросила все корни. Сейчас это реанимашка. Ну и понятное дело, у нее росла детка, мне пришлось срезать этот цветонос, чтобы он не тянул силы самого материнского растения. Достаточно долго этот цветонос стоял у меня здесь в стаканчике, и сейчас, смотрите, тоже пошли расти корни. И если здесь я корни стимулировала к росту, то вот этот цветонос. И вот эта детка сама, без всяких стимуляций, дала вот эти корешки. Так что без стимуляций, без всяких корнеобразователей могут пойти расти корни. Так, это вот был первый. Второй. Вот это из новеньких, наверное, даже еще не показывала. Цветонос. Тут у меня тоже проросла детка. Но здесь, видите, цветонос пошел желтеть. И вы мне часто задаете вопрос, что делать, если цветонос желтеет, сохнет, а на нем, например, растет детка? Покажу вам, что мы сегодня с ней будем делать. Так, это у меня у 3 цветоносов. Я все цветоносы, которые срезаю, просто сюда ставлю. Получилось, не получилось, понятно, это не стопроцентный результат. Нет, конечно. Но знаете, смотрите, вот соотношение достаточно хорошее. И это происходит не быстро. Где-то цветонос, вот это, кстати, очень быстро дает детку, а где-то надо несколько месяцев подождать. Сейчас летом, конечно, процессы идут намного быстрее, теплее, света больше, зимой посложнее. Смотрите, вот такой цветоносик срезала, буквально вот недавно же срезала. Смотрите, вот видите, уже идет здесь расти детка. Так, это вот то, где у меня есть результаты. Далее, здесь, кстати, тоже уже есть результат. Вот, видите, тоже пойдет расти детка. К сожалению, их не подписала. Какие-то цветоносы я сама знаю, но здесь, конечно, я уже не буду знать, где какой цветонос. Уже последние, которые я забрасывала, вот таким образом, видите, я их уже подписывала, обозначала. Я знаю, что это такое. Вот Black Piano, смотрите. Ну, здесь была надежда только вот на эту почку. К сожалению, видите, цветонос пошел сверху сохнуть. Будем сегодня с ним разбираться. Результата нет. Вот цветонос очень жизнеспособный. Здесь еще можно получить детку, но пока результата нет. Здесь тоже еще пока оставляем. И вот этот цветонос пока оставляем. Получается, сколько у меня? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Слушайте, 50 на 50 результат. Вот реально, вы видели. Сейчас я сделаю то, что делаю каждые 2 недели. Вот этот стакан очень хорошо с моющим средством я вымываю и на дно наливаю. Вот столько у меня обычно водички здесь. Стакан я вымыла, теплой воды набрала. Сначала начнем с этих вот цветоносов, где пока нет деток. Смотрите, что я делаю раз в 2 недели. Я немножечко подрезаю вот эту ткань. Немножко под углом 45 градусов, чтобы было больше вот эта площадь, которая тянет воду. Вот так, видите, подрезала, вернула. Единственное, смотрю, чтобы почка, на которую я рассчитываю, она была не в воде. Все, здесь вернула еще один цветонос. Немножко обрезаю, потому что вы понимаете, если обрезать каждые 2 недели, они становятся очень короткими. Поэтому вот, чуть-чуть подрезала, вернула. То же самое здесь.
Так, здесь можно чуть больше обрезать. Коричневая ткань некрасивая, убираю. Возвращаю. Так, хороший цветонос, но пока безрезультативный. Видите, вот хорошая ткань очень, и ее я, эту хорошую ткань ставлю. А здесь вот я даже подписала себе, видите, Black Piano, это цветонос. Сверху он пошел желтеть. Я надеялась вот на эту почку. Скорее всего, здесь уже ничего. Здесь, в общем-то, вот этот цветонос, он бесперспективный. И я его сейчас поставлю, он весь будет в воде. Единственное, что можно сделать, приоткрыть вот эту почку. Так, сейчас посмотрим с вами, есть ли там рост. Сейчас проверяем. То, что вот эта ткань сухая, которая закрывает живую почку, не обращайте внимания. Все там может прорасти. Иногда слышу, что если вот такая сухая уже корочка, что ничего не может быть. Неправда. И цветоносы идут расти новые, вот с такой сухой корочкой. И ростки, и детка, что угодно может здесь быть все-таки. Сейчас проверим. Вот, видите, рост там не сухой, рост там здоровый. Но, скорее всего, у этого цветоноса, видите, у него просто не хватит сил. Он маленький, не хватит у него питания на детку. Конечно, выбросить, как я говорю, мы успеем с вами всегда. Это дело быстрое, поэтому чуть-чуть подрезала. Сейчас проверим. Наверное, и бумажка, это у меня кажется в воде. Ничего страшного. Все. А вот дальше уже интересное. Вот этот цветонос с моей старой, как я вам говорю, очень дорогой для меня орхидеи. Вот иногда бывает даже простой у кого-то сорт, но пишут где-то в комментариях, что просто дорога сама орхидея, потому что с ней связано какое-то событие. Вот эта орхидея, от которой вот этого детка, она у меня с 2016 года. Она мне очень дорога. Это был подарок. Поэтому, конечно, мне ее хочется размножить, потому что материнское растение сейчас находится на наращивании корней. То есть это реанимашка. Да, здесь вот есть еще хорошая почка. Видите, вот почка, вот набухает почка. То есть вполне возможно, что здесь пойдут еще расти детки. Конечно, цветонос чуть-чуть я буду сейчас подрезать и возвращать. И видите, проросли корни без всяких стимуляций здесь, по сути. Обрезаю. С почкой срезала, там смысла не было оставлять. Все, возвращаю вот в этот стаканчик. О, тепленькая такая водичка до сих пор. Все, пускай она у меня вот так и стоит. Далее беру вот этот цветонос, видите, где детка чуть-чуть начала расти. Я себе ее подписывала, кстати, вот. Вот это, кстати, самая надежная подпись. Без всяких бумажек. Это орхидея у меня секрет. Перманентным маркером я просто подписала прям вот так черненьким по цветоносу. Вот, надеюсь, здесь пойдет. Хотя здесь почки перспективные. Вот это нет, это таксия. Вот эти две еще тоже перспективные достаточно почки. Сейчас я ее подрежу. Вот так. Все, возвращаю. Когда каждые 2 недели я обновляю вот так ткань, подрезаю, это предотвращает гниение непосредственно вот этих вот у меня цветоносов. Так, далее. Вот это, по-моему, от орхидеи Пират. Я обрезала, смотрите, какую рогатку, по сути. И просто поставила в этот стаканчик. Думаю, интересно наблюдать. Вы знаете, что я экспериментатор, и я всегда все проверяю. Вот раз почка будет детка. Смотрите, еще одна почка. Вот. Скорее всего, даже 2 детки мы получим с этого цветоноса. Так, до здоровой ткани обрезала. Я немножечко ее так поставлю, чтобы она висела. А нет, все равно она опускается вниз. Так, да, почки открыты. Там, где... Подождите, я деток ожидаю. Угу, вторая почка, видите, вот с деткой у меня утонула. Значит, немножко уберу воды. Немного слила воду, чтобы вот эта вот вторая почка, вот видите, где детка, она была не в воде. Ну, ничего страшного, убрала и убрала. Далее, вот этот цветонос, я вам говорила, на нем я стимулировала образование корней орхидеи. Причем сначала на вот этой орхидее простимулировала рост корней, видите, раз, два. Потом увидела, что пошло расти, простимулировала у этой детки. И смотрите, у этой детки еще корни больше, нежели у этой. Чуть-чуть подрезаю. Видите, вот эта ткань нижняя, которая стоит 2 недели в воде, непосредственно соприкасается с водой, тянет воду, она так разваливаться начинает, поэтому чуть больше подрезала. Вот, все, возвращаю. Здесь нам ничего делать не надо. Проблема у нас вот этот цветонос непосредственно. Смотрите, у нас растет с вами детка. Все хорошо, все замечательно, но мы видим, цветонос начал пропадать. Тут вопрос времени. Неделя-2 буквально, наверное, у меня есть, чтобы вот эту детку простимулировать на рост корней. Так, я обрежу пока вот так, проверю. Нет, видите, коричневая ткань.
Вообще, по-хорошему, когда начинают желтеть, сохнуть цветоносы, и вы успеваете на малом расстоянии, просто обрежьте до живой ткани, захватив здоровую вот эту живую ткань, то есть по-хорошему мне надо вот здесь обрезать, чтобы остановить этот процесс. Ну, вы понимаете, если я так обрежу, даже поставлю в маленький стаканчик, все равно этот цветонос у меня будет, скорее всего, желтеть. Вот, 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 зеленая, хорошая ткань. Сейчас примерюсь. Норм, все хорошо. Что здесь вот сейчас можно успеть сделать, если желтеет? Гниет у вас цветонос, у вас уже есть вот эта вот детка, но нет еще корней. Потому что наращивать корни вот таким деткам, я вам показывала в тепличке, процесс очень долгий и очень тяжелый. Очень тяжелый. Берем с вами вот эту точку, где начинает расти орхидея. Здесь чаще всего вот подсыхает вот такая зеленая ткань, которая закрывает почку, вот эта защитная, да, и она потом становится вот такой сухой, когда прорастает детка. Нам надо ее приоткрыть, потому что мы сегодня будем с вами стимулировать рост корней. Так, открыла с одной стороны, с обратной стороны ее нету. Далее я немножечко под самой деткой и немножко вот даже у шейки детки делаю проколы, накалываю, потому что дальше я буду наносить корнеобразующий гель. Использовать можете совершенно любой гель, который у вас есть. Сразу говорю, гели эти, которые наращивают корни, вот так именно эффективно, хорошо наращивают корни, они все гормональные, конечно, но это не цитокинин. Цитокинин, у него другое назначение. На цитокинине корни непосредственно вот так вы не нарастите. На цитокинине у нас растут детки цветоносы. Покупайте любой гель для наращивания корней. Про корневины тоже я вам много раз рассказывала, показывала, все в видео есть. Приходите в магазин и берете любой, по сути. Вот так, видите, я на шейку хорошо нанесла корнеобразующий гель. Все. Пока этот цветонос не пропал до конца, не сгнил, не высох, будем ожидать с вами роста корней у этой детки. Надеюсь, мы успеем. Так, сейчас я примерюсь. Можно здесь оставить или мне нужен отдельно стаканчик поменьше сейчас? Поменьше, я имею в виду высота. А нет, водички можно, видите, оставляем. У нас детка получилась не в воде. Вот такой уход каждые 2 недели я провожу за этими цветоносами. Стоят они у меня на западном окне, на подоконнике, в углу. Прямого солнечного света они не видят никогда, только рассеяны. То есть света много и тепло. Поэтому детки, конечно, нарастают здесь замечательно. Кто проводил этот эксперимент, тоже вот по моему этому методу пишите, пожалуйста, как у вас результаты. Всем желаю хорошего времени суток, и уже когда будем отсоединять деток, либо вот от этого цветоноса, который у нас пропадает, либо нарастут корни, где быстрее, на этом цветоносе, либо на этом цветоносе, тогда мы с вами встретимся. Каждые 2 недели этот уход, по сути, он одинаковый. Всем желаю хорошего времени суток. Пока-пока!